Здравствуйте, дорогие мои! Итак, в этом видео я вам поэтапно расскажу, как собрать рукав и как вшить его уже в готовую пройму. Да. Первое, что мы с вами сделали элементы. И каждый элемент в соответствии с вашей задумкой нужно приметать крупными стежками к основе. Размещение элементов я вам уже показывала. Вот смотрите, например, маленькие элементы, такие как вот ягодки, которые будут расположены вот здесь, я не приметываю. Их можно будет закрепить просто булавкой в процессе работы. Для дальнейшей работы вам понадобится вот такой большой планшет. Да? Это поролон и основа деревяшка там. Часть рукава, нижнюю или верхнюю часть, разместите на планшете. И теперь ее нужно аккуратненько, вот эту вот всю часть, приколоть булавками. Сначала вот я вкалываю по периметру, натягиваю равномерно ткань и вкалываю булавки по краям. После того, как зафиксировали по периметру ткань, теперь ваша задача каждый элемент, вот допустим, давайте я возьму, покажу вам вот этот вот элемент. Этот элемент нужно закрепить большим количеством булавок, для того, чтобы он не сдвигался и в дальнейшем не деформировалось полотно. Поэтому каждый элемент я фиксирую, скажем так, очень густо. Булавки вкалываю приблизительно через 1-1,5 сантиметра. Вот смотрите, вот один элемент я зафиксировала. Точно так же с каждым элементом, на котором вы будете работать, шить сеточку, зафиксируйте каждый элемент булавкой. Вот эти вот элементы, которые ягодки мы не пришивали, можно просто зафиксировать 2-3 булавками по разметке. Все элементы, которые будут участвовать в создании сеточки, да, я закрепила булавочками. Смотрите, очень-очень густо. Каждый элемент по периметру закреплен булавочками. Сетку будем шить вот на этом вот участке. То есть не доходя до края среза, вот до этого места. Здесь вот до этого места. У вас сетка будет шиться до шва рукава. То есть вот эти вот пустые места по бокам остаются пока. Сетку делайте таким способом, каким вы любите или привыкли делать. Да? Я это делаю иголкой. То есть у меня есть иголка с большим ушком, нитка канарис, и я шью сетку. Как шить сетку, у меня уже есть видео. Сетка точно такая же, как на зеленой блузке. Поэтому повторяться и рассказывать вам, как шить эту сетку, я не буду. Итак, сетка на запланированном участке готова. Теперь все в обратном порядке. Все булавки, которыми были закреплены наши элементы на этот планшет, нужно все убрать. Занятие, конечно, нудное, но без этого никуда. Итак, булавки я убрала. Вот часть сеточки уже отшита, да, красиво получается. Теперь передвигаете ваш рукав так, чтобы на планшете разместить вторую его часть. Следующий этап точно такой же. Булавками фиксируем периметр, да, равномерно натягиваете. Фиксируйте каждый элемент густо, через каждый сантиметр, вот так вот аккуратненько нужно закрепить булавкой каждый элемент. Ягодки, которые мы не приметывали, тоже размещайте в соответствии со схемой и фиксируйте их 2-3 булавками. Итак, все булавочки на месте. Дальше на этом участке нужно отшить сетку. Останется только пустое незашитое место по краю рукава. Итак, сетка готова. Да, на этом участке рукава. Теперь опять нужно достать все булавки и снять рукав с подушки.
Итак, булавки убрали, подушка вам больше не нужна. Рукав почти готов. Таким же образом нужно отшить сетку и на втором рукаве. Итак, 2 рукава у вас готовы, отшита сетка. Теперь нужно сшить рукав по шву. Совместите срезы рукава и сколите их булавкой. Делайте это так, чтобы ваши элементы не попали в шов. При скалывании совместите вот эти вот метки, которые мы с вами настрачивали розовые, чтобы ваш рукав не перекосился. Теперь просто проложите строчку на 1 сантиметр от края. Итак, строчку проложили. Теперь рукав нужно вывернуть. Вот у вас получается вот такая вот заготовка рукава, на котором сетка не отшита вдоль шва. Итак, вот у вас 2 рукава. Смотрите, вот в этом месте, где проходит шов, у вас могут образоваться вот такие вот пустоты. Уже в конце работы, вот совсем у меня мало ниток осталось, ну вот хватило на несколько таких вот цветочков, которые я вот размещу здесь, чтобы меньше шить сеточки. Дальше для работы, чтобы отшить здесь сеточку, вам понадобится вот такая вот подушка. Вот с одной стороны она мягкая, а с другой стороны там деревяшка внутри, чтобы она не гнулась. И вот эту подушку вам нужно разместить, так же, как и большой планшет на больших деталях. Но для рукава нужно использовать вот такую вот небольшую подушку. И точно так же вы размещаете часть рукава на этой подушке. Размещайте так, чтобы вам было удобно. Размещаете в том месте, с которым будете работать. Ну вот я возьму сейчас вот этот вот кусочек вот от этого до этого места. Здесь будет цветочек у нас, да, размещаем, вы помните, все элементы лицом вниз. И точно так же нужно на вот этой подушке все элементы, которые мы будем шить вот сеточку вот в этом месте, и вот элементы вокруг того места, где будет отшиваться сеточка, точно так же нужно закрепить булавками. Полностью вся работа не поместится посередине, придется немножечко и сбоку. Ну, то есть поролончик достаточно толстый, вы видите. То есть выкалываете аккуратно, натягиваете, чтобы у вас все равномерно вот распределилось полотно с обеих сторон. Вам придется немножечко вот так его как бы крутить, поворачивать, чтобы отшить, ну, чтобы сетку было удобно отшивать. Итак, завершили отшивать сеточку на этом участке рукава. И опять повторяем все то же действие. Убираем булавки и передвигаем наш рукав на следующий участок работы. Теперь вам нужно передвинуть работу на другой участок рукава. Опять натягиваете вот это вот все хорошо, да, натянули и фиксируете сначала по краям, да, по краям растягивая, а потом каждый элемент точно так же, как всегда. Этот подготовительный этап выполняется всегда одинаково. Натягиваете все равномерно и закрепляете ткань на подушке и элементы. Дополнительный элемент, который я решила добавить, да, цветочек, вот размещаем и точно так же прикалываем его булавками. Каждый элемент должен быть приколот максимально густо, приблизительно через 1-1,5 сантиметра. Область работы у вас зафиксирована, то есть все, что будем отшивать, зафиксировано. Вот это окат рукава, его мы будем вшивать в пройму потом, когда закончим вот с этой сеткой.
Ну вот, и на этом участке рукава вдоль всего шва теперь сетка уже готова. Точно так же снимаем булавки. Вот здесь вот я разместила 2 цветка. И вот здесь вот один. Вот. Для того, чтобы немножечко заполнить пространство.